Конец спецоперации. Президент объявил об окончании боевых действий, но как долго продержится этот мир? Россия готовит себе новый официальный предлог для операции за границей. Первые угрозы уже прозвучали. Президента в отставку. Жесткое требование оппозиции может быть выполнено. Вместо НАТО новый военный альянс уже готов к объявлению. И угадайте, кому это уже не понравилось? Что происходит с Путиным? Более чем странное поведение диктатора на официальной встрече. Вы должны это увидеть. Резкое заявление Вашингтона: халява для Кремля закончилась, поблажек больше не будет. Об этих и других самых главных событиях вечера среды, 15 апреля. Все правильно делаете, досмотрите до конца, ведь специально для вас мы отбираем самые важные и интересные новости. В эфире «Нехта», я Алексей Бурлаков, поехали. 1,5 тонны по спящему городу, или когда весь город оказывается военным объектом. Утром Россия ударила по Славянску авиабомбой ФАП-1500. Взрыв пришелся по центральной части города, ранен как минимум 1 человек. Под ударом оказались не военные позиции, а обычная городская среда: дома, машины, здания и детское учреждение. В 5 утра враг ударил по центральной части Славянска ФАП-1500. Полностью разрушено детское спортивное учреждение, которое было исторической достопримечательностью города. Разрушено административное здание, еще одно повреждено. Различной степени повреждения получили как минимум 39 многоэтажек и 15 автомобилей. Удары продолжаются, о перемирии речь не идет, а Славянск, который находится в Донецкой области, Россия требует освободить в рамках мирного процесса. Ну а пока освобождает сама от людей и домов. Глубоко в тыл, сложно спрятаться даже за тысячи километров. Стерлитамак под ударом. И это уже само по себе звучит как плохой сигнал для глубокой российской тыловой зоны. Украинские беспилотники атаковали промышленный объект в Башкортостане за почти 1500 километров от границы. По сообщениям российских властей и местных медиа, под удар попал нефтехимический комплекс, вероятно, Синтез-Каучук или соседнее предприятие. После атаки были взрывы, задымление, пожар. Информации о погибших в этих эпизодах пока нет. И это уже не первый такой случай. В ноябре прошлого года дроны били по тому же промышленному узлу. В январе Стерлитамак снова слышал взрывы в небе. Теперь новая атака 15 апреля. То есть речь идет не о разовом прорыве, а о повторяющемся сценарии. Беспилотники достают все дальше, а российская глубинка, которая должна была чувствовать себя в безопасности, все чаще просыпается от взрывов у стратегических заводов. Трамп заканчивает войну. Он, похоже, дал самый четкий сигнал за все время после начала войны с Ираном. По словам журналистки Fox News, в интервью он прямо сказал: война закончилась. То есть после недель угроз, ударов и жестких заявлений из Белого дома внезапно прозвучала совсем другая интонация. Не про новую атаку, а про финал. Мне пришлось вмешаться, потому что если бы я этого не сделал, прямо сейчас у вас был бы Иран с ядерным оружием, а если бы у них было ядерное оружие, вы бы стали кричать: все туда, а вы не хотите этого делать. Я имею в виду, что это очень близко к завершению. Если бы я поднял ставки прямо сейчас, им потребовалось бы 20 лет, чтобы восстановить эту страну, а мы еще не закончили. Посмотрим, что произойдет. Они очень хотят заключить сделку. Еще совсем недавно Вашингтон говорил языком ультиматумов. После 21 часа переговоров в Пакистане стороны так и не договорились. Венс признавал провал, а Трамп продолжал давить на Иран. Теперь из его слов следует главное: возвращаться к боевым действиям он не собирается. И тут есть сразу несколько причин. Во-первых, по данным Iran War Cost Tracker, операция обошлась Вашингтону уже более чем в $51 миллиард. И это делает войну еще токсичнее для Белого дома. Ну а во-вторых, по данным последнего совместного опроса CBS News и YouGov, только 36% американцев одобряют то, как он ведет эту войну, а общий рейтинг Трампа опустился до 39%. Это самый низкий показатель за его второй срок.
Недолго музыка играла. Нефтяная поблажка для Москвы закончилась. Reuters пишет, что США не продлили временное 30-дневное разрешение на продажу российской нефти, которое истекло 11 апреля. Эту лазейку Вашингтон открыл в марте, когда на фоне войны с Ираном и хаоса вокруг Ормуза пытался сбить давление на мировой рынок. Теперь окно закрывается. Причина тоже понятна и очень политическая. По данным Reuters, внутри США администрацию критиковали и демократы, и республиканцы за то, что она ослабила давление на Москву и Тегеран в момент, когда Россия продолжает войну против Украины, а США и Израиль воюют с Ираном. То есть Белый дом, похоже, решил лучше снова закрутить гайки, чем дальше объяснять, почему российская нефть получила временный пропуск через санкционный кордон. Президента в отставку. Требования новых властей. Правда, еще не официальных, но тем не менее. Мадьяр уже пошел на жесткую зачистку орбановской системы. Будущий премьер прямо потребовал от президента уйти в отставку после формирования нового правительства. Я выслушаю президента республики господина Тамаша Шуйока и одновременно после оглашения результатов выборов дам понять решение венгерского народа. Тамаш Шуйок должен уйти. Он не способен олицетворять единство венгерской нации. Тамаш Шуйок недостоин быть хранителем верховенства права в Венгрии. Тамаш Шуйок не подходит для того, чтобы быть моральным ориентиром, быть примером для венгерского народа. То есть после разгрома Фидesz речь идет уже не просто о смене Кабмина, а о попытке снести весь политический каркас, который Орбан строил годами. ТИСа взяла конституционное большинство, а значит, у новой власти в руках уже не только победа, но и инструмент для большой переделки государства. Европа впервые всерьез готовится к сценарию, который еще недавно считался почти кощунством. Что будет, если Трамп начнет выводить США из НАТО или резко урежет американское военное присутствие? По данным The Wall Street Journal, в кулуарах уже обсуждают не новый альянс, а фактически НАТО без старого Вашингтона, с куда большей ролью самих европейцев. Главный перелом произошел в Германии. Берлин, который годами держался за США как за главный щит, теперь сам начал думать, как закрывать дыры в обороне, если Америка станет слишком капризной или просто уйдет в сторону. Даже те, кто играл с Трампом в гольф, собираются в новый кружок, а это уже показатель. Перенос бремени с США на Европу уже происходит и будет продолжаться как часть стратегии обороны и национальной безопасности США. Самое важное – осознать, что этот процесс происходит, и осуществлять его контролируемо, а не допустить быстрого ухода США. Европейцы обсуждают, кто будет тянуть ПВО, логистику, переброску войск в Польшу и страны Балтии, разведку, учения и даже ядерное сдерживание. Проблема в том, что вся конструкция НАТО десятилетиями была завязана на США, и быстро заменить такой каркас почти невозможно. Но Европа больше не хочет жить в режиме нездоровой зависимости от Америки, потому что если Трамп снова решит хлопнуть дверью в самый плохой момент, спасать континент придется уже самим европейцам. А вот в России уже почувствовали опасность и начали угрожать. Понятно, что они без технологий, которыми обладают Соединенные Штаты, с этим не справятся. Будем смотреть. Если будет мир, мы готовы будем их поддерживать. То есть никакой речи о превращении украинского режима в нечто нормальное путем выборов, путем навязывания каких-то требований от демократического, так называемого мира, речь вообще не идет. В Госдуме решили, что угрожать какой-то одной стране – это мелко, малоэффективно и скучно. Потому лучше сразу угрожать всем. Мы с вами говорили ранее об инициативе российских депутатов разрешить армии защищать граждан РФ за границей, фактически вводить войска туда, где обижают россиян. Так вот, теперь эта инициатива на полпути к тому, чтобы стать законом. За нее проголосовали в первом чтении. Оно остудит, это самое горячее на головенке, а если не до конца, то тогда придется уже выполнить задачи, которые поставит наш президент. У вооруженных сил достаточно форм, способов и приемов для того, чтобы все это реализовать.
Картополов подал это как ответ на меняющуюся ситуацию в мире и новые угрозы. Оказывается, жизнь каждого гражданина для страны – огромнейшая ценность. На вопрос, это пока просто устрашающий шаг или уже прямая угроза, Картополов ответил коротко: жизнь покажет, пусть думают. И добавил, что никаких гарантий Россия никому не даст. То есть формальная речь о защите граждан, но на деле о еще одном универсальном оправдании для военного вмешательства там, где Кремль сочтет это нужным. А предводитель Кремля пока снова отличился. Настолько Путин любит детей, что решил прийти на встречу с избранным президентом Индонезии в школьных штанишках. Видимо, остальное в стирке. Путин снова устроил в Кремле странное шоу, пока официально стороны говорили о торговле, энергетике и сотрудничестве. Внимание вдруг ушло совсем в другую сторону. На переговорах Путин корчил гримасы, щурился, широко улыбался и вел себя так, что западные таблоиды уже окрестили его человеком-эмодзи. Если вы посчитаете возможным привлечь наших специалистов, всегда в вашем распоряжении. Отдельный штрих – его внешний вид. На фоне строго одетой индонезийской делегации Путин появился в заметно укороченных брюках, которые в сидячем положении выглядели почти карикатурно. В итоге серьезная дипломатическая встреча снова превратилась не столько в политический сюжет, сколько в визуальный фарс. Это уже начинает выглядеть как тенденция. Кремль пытается показывать обычную международную работу, но все чаще запоминается не содержанием переговоров, а очередной странной сценой с самим Путиным. В России VPN уже душат не где-то в теории, а прямо через операторов связи. Пользователям начали показывать предупреждения: если включен VPN, часть сервисов может работать с перебоями или не открываться вообще. Под ударом уже оказываются маркетплейсы, ВК и банковские приложения. Это, похоже, только начало. Логика теперь простая: либо компании сами начинают выдавливать пользователей с VPN, либо рискуют вылететь из белого списка и попасть под еще более жесткие отключения. То есть в России запускают новый этап цифрового зажима, когда ломают уже не только сам VPN, а всю жизнь вокруг него. Ну а я напомню о нашем решении, о безопасном и надежном VPN нашей собственной разработки. Пользуйтесь безопасно. А в прошлом выпуске мы рассказывали, что удушающий хват США, похоже, сработал. Режим начал говорить языком уступок. Орбан летит вниз, друг Путина рискует доехать до тюрьмы. А НАТО открыла сезон охоты на российских шпионов. И первый улов уже есть. В окружении диктатора устроили показательный разнос с кнутом и икрой, но итог один: Путин внезапно сдает назад, потому что рейтинги падают, а элиты грызутся. Если еще не видели, обязательно посмотрите, а мы с вами встретимся уже утром.